Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео мы будем менять основной радиатор на автомобиле Славута. Такой же радиатор стоит на автомобилях Таврия, Таврия Нова и Дана. Радиатор я купил в фирменном магазине Автозас. Вот наш завод, центральная проходная. Рядом находится фирменный магазин ЗАЗ. Здесь я купил. Мы будем ставить и посмотрим, как он станет на наш автомобиль. Здесь написано, что его производитель Луганск, завод АМЗ и марка РАЗ ОХ 1102. Очень часто на этих радиаторах жалуются, что выход пара не справа, а слева. Здесь есть слева и справа по одному маленькому фитингу. Необходимо дырочку просверлить и пользоваться тот, который вам удобнее. Место для установки датчика включения вентилятора находится здесь и заглушена пластмассовой пробкой. Вот на бетоне видна протечка охлаждающей жидкости, антифриза. Очень жалко, он еще новый, а уже вытекает. Я пытался устранить протечку с помощью герметика, но он не помог. Поездив месяц, возникла проблема снова. Будем менять радиатор. Для начала необходимо слить охлаждающую жидкость и систему охлаждения. Я воспользуюсь чистой посудой, потому что у меня еще антифриз новый, поэтому нежелательно его загрязнять. Подставляем ее снизу. Откручиваем пробку расширительного бачка. С помощью ключа на 14 откручиваем пробку на блоке цилиндров и пробку на радиаторе руками. А пока сливается тосол, приступим к снятию вентилятора радиатора и самого радиатора. Здесь немного мешает декоративная крышка двигателя, поэтому необходимо ее снять. Откручиваем боковой болт. Затем прикручиваем болт с другой стороны, не полностью. И снимаем крышку маслоналивного отверстия. Тянем слегка вверх и вытягиваем с его места. Теперь можно снять этот воздухозаборник, который тоже мешает слегка. Полностью откручиваем этот болт. И можно снять с воздушным фильтром все вместе. Отщелкиваем 4 защелки. И это уже нам не мешает. Теперь отсоединяем клемму электрического питания вентилятора. Слегка нажав этот пиптик. Теперь ключом 10 откручиваем 3 болта крепления вентилятора к радиатору. Слева 2 штуки и 1 справа. Они легко выкручиваются без проблем. Теперь откручиваем верхний болт крепления кожуха вентилятора к кузову автомобиля. Снимаем весь вентилятор с боли. Вот он имеет такой внешний вид. Здесь на корпусе радиатора уже видны потеки. Где-то в этом районе. Значит, потечка идет здесь. Теперь отсоединяем хомуты подводящих шлангов. И снимаем эти патрубки термостата. И с другой стороны откручиваем патрубок пароотвода. И вынимаем радиатор с его места. Здесь видно, что старый радиатор сделан фирмой Zlit в Украине. И моей проблемой было то, что этот патрубок отломался почему-то. Можно, конечно, его нарастить, но я уже купил новый радиатор, поставлю его
а этот будет в запасе. Вот видно, что в этом шланге остался кусок патрубка. Вот он. Скорее всего, пластмасс потерял свою эластичность и начал ломаться. Хорошо, вымоем и вытрем остатки тосола, чтобы потом контролировать его состояние. Вот для сравнения старый и новый радиатор. На новом видно, что нет рамки усилительной, на старом есть. Более качественная толщина стенок примерно одинаковая для патрубков, потому что часто говорят, что ломаются эти патрубки на китайских, очень дешевых радиаторах. Для пароотвода также есть по 2 штуцера с двух сторон. Один просверлен с левой стороны, второй нет. Теперь необходимо снять эти резиновые подушки со старого, и можно монтировать новый на свое место. Подушки эти легко снимаются. Тянем слегка, вот они уже в руках. Пробуем, чтобы они были мягкие, не потресканные. Они еще мягкие, не потеряли свою эластичность, поэтому еще можно их использовать. Одеваем подушки на новый радиатор. И будем его ставить. И подсоединяем патрубки на свое место. Теперь затягиваем хомуты со средним усилием, чтобы не лопнули патрубки нового радиатора. И прикручиваем патрубок пароотвода. При подключении пароотводящей трубки будьте внимательны, потому что некоторые производители радиаторов просверливают 2 отверстия, и у вас может вытечь тосол. Поэтому перед установкой радиатора продуйте каждую трубочку и проверьте ее проходимость. Но если 2 трубки пропускают воздух, то придется что-то придумывать, чтобы глушить один из патрубков. И ставим на место корпус электровентилятора. И прикручиваем вентилятор к корпусу радиатора. Теперь прикручиваем корпус вентилятора к кузову. Осталось подключить разъем питания электровентилятора. Для этого я смажу контакты аналогом смазки WD-40 и подключим. Осталось закрутить пробку сливного отверстия системы охлаждения, и можно заливать в нее антифриз. Антифриз у меня мутноватый, потому что здесь есть присадка для герметизации системы охлаждения, но она не помешает. Вливаем ее обратно. Прижимаем все патрубки для того, чтобы вышел лишний воздух. Теперь заводим машину, ждем, пока она хорошо прогреется, заработает электровентилятор и радиатор полностью не заполнится охлаждающей жидкостью. Вот замена радиатора охлаждения закончилась.
Он полностью горячий и заполнился охлаждающей жидкостью. Подтеканий внизу нет. Внимательно проверяем все соединения, чтобы было сухо. Пока протечек никаких не видно. Таким образом, причиной поломки радиатора охлаждения автомобиля Славута был обычный поломанный патрубок, который потерял свою эластичность. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как заменить основной радиатор на автомобиле Славута. Это же касается автомобилей Таврия, Таврия Нова и Дана. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.